Акварель и азиатская живопись. Смешанные техники. Рисуем нарциссы и тюльпаны. У китайцев нарцисс означает самоанализ и самоуважение, а также удачу в следующем году. Считается, что их аромат способен отгонять злых духов. Тюльпан символизировал богатство, достаток, роскошь. Цветы всегда разводили и сажали перед дворцами правителей, как символ знатности, высокого происхождения и благородства. Начинаем рисовать сначала нарциссы. Я использую среднюю кисть, вы можете взять и малую, тонкую кисть, так как рисовать мы будем нарциссы контуром. Существуют и другие способы, сегодня мы рассмотрим именно этот. Набрав на кончик кисти черной краски, а не туши, потому что тушь она будет сильно течь, но вы можете пользоваться и тушью, если имеете уже опыт работы с ней. Итак, набрав на кончик черной краски, я начинаю изображать лепестки. Лепестков у нарцисса 6. Иногда их видно нам все, а иногда нет. Все зависит от ракурса, в котором мы видим и изображаем цветок. Как вы видите, я работаю самым кончиком кисти, изображая лепестки, а затем подрисовывая ножку. На одном стебле может быть несколько цветков нарцисса. Как вы видите, серединку я оставляю пустой. Ее мы будем заполнять цветом позже. Как вы видите, я постоянно меняю ракурсы. И не только ракурсы, но и, собственно говоря, цветок в динамике его жизни. Цветок может быть раскрыт, полураскрыт или же собран в бутон. Также некоторые цветы я изображаю, когда их видно прямо-таки сзади или сбоку. Значит, там серединку мы прорисовывать не будем. Итак, мы рисуем с вами белые нарциссы. Нарциссы бывают также и желтого цвета. Это уже другая его разновидность. Соответственно, там мы уже работаем краской и мазками. Сегодня же рассматриваем контур для белого нарцисса. Все остальные цветы изображаю по тому же самому принципу. Смотрите, как двигается кисть и повторяйте. Сейчас мы заполним с вами серединку цветка, то самое пустое место, которое мы оставили прежде. Для этого наберем на кисть от самой кончики до конца, до пяточки желтый цвет и на кончик посадим оранжевый. И оставляя отпечатки кисти в одну и в другую сторону рядом, мы заполняем серединку. Получится желто-оранжевая серединка, над которой мы потом еще поработаем с вами контуром. А теперь под самыми цветками, прежде чем рисовать стебель, мы прорисуем некоторых таких лепестков цвета ложа. Возьмем светло-коричневый на кисть от самого кончика до самой пяточки и делаем вот такие мазки, прижимая кисть и ведя ее в нужном нам направлении от кончика до пяточки. А затем переходим к красным, красивым, эффектным тюльпанам. Их мы, соответственно, будем теперь стараться располагать где-то между уже нарисованными нами нарциссами.
Набрав ярко-красный активный цвет на кисть, я прижимаю кисть целиком от кончика до самой пяточки и провожу мазки сверху вниз, прорисовывая лепестки. Где-то я просто оставляю отпечатки кисти. Изображаем также не только раскрытые и полураскрытые цветы, но и бутоны. Цветы нам могут быть видны в разных ракурсах. Боковые лепестки более изящные, они нам видны полубоком. Как вы видите, я оставила место у тюльпана. Его мы заполним лепестками другого цвета, чтобы была динамика цвета и цветок был более интересным, и его части более выделялись и отличались друг от друга, чтобы он был более естественным, похожим на настоящий. По такому принципу мы нарисовали все тюльпаны. Далее мы прорисуем серединку. Набрав на кончик черной краски, я просто обрисовываю ее с двух сторон самым кончиком кисти и внутри провожу две дуги, которые смотрят друг от друга. Вот поэтому говорят китайцы, что напоминает им тюльпан, его серединка, их китайскую монетку в середине с дырочкой. Итак, теперь стебли. Стебли у нарцисса я делаю светлее, беру более светлый оттенок зеленого, так как у тюльпана будут более темные стебли. Набрав светло-зеленый, прижав кисть самым ее кончиком и до середины, я веду кисть уверенно сверху вниз, от цветоложа двигаясь вниз. Стебли у нарцисса уверенные и прямые, и достаточно жесткие. Далее заполним немного нарциссы другим цветом. Так как в природе чисто белый цвет встречается редко, мы также немного внесем голубого в наши белые нарциссы. Набрав водянистый голубой, у меня бумага рисовая, поэтому сейчас краску видно ярко, но потом она сильно поменяет свой цвет, когда впитается. Я просто оставляю несколько отпечатков по контуру лепестков нарцисса. Нарциссы, соединенные в низком поддоне в композицию с камнем в центре, символизируют долгую и благополучную жизнь. Сейчас, набрав на кисть темно-бордовый оттенок, я дорисую оставшиеся лепестки у тюльпана, руководствуясь тем же самым принципом, что и прежде. Некоторые лепестки я буду прямо просто обводить этим цветом, прижимая кисть от кончика до пяточки в зависимости от необходимого размера линии или отпечатка. Прорисуем задние лепестки или внутренние, чтобы создать объем, где мы потом с вами будем прорисовывать серединку. Подрисуем также и боковые лепестки и зададим задний план у цветка, прорисовав несколько лепестков. Я ставлю кисть от кончиком сначала, а потом веду в нужном мне направлении, постепенно прижимая до самой пяточки. Все зависит от необходимой толщины отпечатка, который я хочу получить. Так поступаю со всеми тюльпанами, с раскрытыми, полураскрытыми и даже с бутонами, очерчивая их лепестки. А сейчас нарисуем стебли у тюльпанов. Для этого возьмем более темный, более активный зеленый и
ставим кисть, сначала прижимая кончиком, ведя ее в нужном нам направлении, постепенно прижимаем, потому что у основания, у самого цветка, как правило, он тоньше, а внизу толще. Чем отличаются стебли тюльпана от стеблей нарцисса? Они такие же упругие, но в то же время эластичные. Они могут очень красиво изгибаться, но все стремятся в один и тот же центр. От этого центра мы потом с вами будем прорисовывать листья. Сейчас мы нарисуем с вами листья нарциссов. Чтобы проще всего создать себе ассоциацию, они похожи на лук, на зеленый лук, на листья, на стручки зеленого лука. Нарцисс растет из луковицы, это луковичное растение, и тюльпан тоже луковичное растение, но у тюльпана листья более широкие, а у нарцисса они прямо-таки похожи на луковые проростки. Поэтому, набрав светлый оттенок зеленого, прижав кисть сразу от кончика до пяточки, я просто веду этот мазок в нужном мне направлении. Чем больше я прижимаю кисть, чем я больше на нее давлю, тем толще я получаю мазок и, соответственно, лист, траву нарцисса. Чем тоньше, тем тоньше. Можно работать и сухой кистью, это тоже смотрится красиво. Рисуем всю траву нарцисса по этому принципу мазка. И затем переходим с вами к уже подсохшим тюльпанам и прорисовываем у них серединку. Взяв ярко-желтый цвет, я ставлю 3 точки. Я работаю малой тонкой кистью и просто оставляю ей 3 отпечатка, похожие на крестик, которые смотрят друг на друга. Всего их 3. Так выглядит серединка у тюльпана. Так поступаю со всеми открытыми и полуоткрытыми цветами. А теперь прорисуем несколько черных тычинок, набрав черной краски, активной сильной черной краски, той же самой тонкой малой кистью, я просто рисую несколько линий, которые все стремятся к центру, около той самой желтой серединки, которую мы с вами прорисовали прежде. Теперь наши тюльпаны заиграли во всей своей красе. Осталось только подрисовать к ним траву. Набрав темно-зеленой активной краски, мы рисуем листья тюльпанов. Они достаточно объемные и могут очень красиво изгибаться. Все они тянутся к центру. Прижимая кисть от кончика до самой пяточки, я оставляю необходимые мне мазки, прорисовываю лист. Если бы я взяла более объемную кисть, все бы это обошлось бы в 2 мазка. Но это моя любимая средняя кисть, и я работаю ей. Поэтому мазков приходится проделать несколько больше. Смотрите, как красиво могут изгибаться листья у тюльпана. По такому принципу прорисовываем все листья около всех тюльпанов. Трава тюльпана должна красиво вписываться между травой нарцисса, не перебивая и не загораживая ее, а подчеркивая своим более темным цветом. Итак, теперь подрисуем камни. Вообще все свои рисунки лучше заземлять, поэтому сейчас нарисуем камни, оставляя несколько темных коричневых отпечатков и более светлых. И затем, набрав темно-коричневый цвет, просто прислоняя кисть от кончика до самой пяточки, вот таким вот образом мы прорисуем с вами почву. Затем, когда намеченные камни и почва подсохнут, мы просто обведем камни черным контуром, черной краской, чтобы выделить их в общей массе. И все, это последние штрихи. Наша композиция почти закончена. Надеюсь, вам было интересно, вы получили опыт, расширили знания. Пожалуйста, оставляйте комментарии, чтобы еще бы вам хотелось нарисовать. Благодарю вас за просмотр.